Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня в видео расскажу вам о том, как прошла моя неделя в вязании, что мне удалось связать, продвинуть и начать новое. В прошлое воскресенье я вам рассказывала о том, какие у меня планы на неделю. В принципе, с поставленными задачами я справилась. Большую часть времени я уделяла в начале недели своему вот этому изделию, детскому свитеру. Это заказ моей дочки. Вообще у меня дочь относится к тем детям, которые не любят, чтобы у них что-то на шее было. Когда она была маленькая, я ей вязала манишки, шарфы, и все нам давило, туго, душит. Я удивилась, когда она мне сказала, что ей нужен свитер с горлом. Ну а сейчас такое время, такой возраст, когда я все спрашиваю, что бы она хотела. Она сама выбирает пряжу, цвет. И, свитер с горлом значит свитер с горлом. Сначала я хотела вязать из плюшевой пряжи, но она не подошла для этой идеи. И поэтому мы взяли другую пряжу. Я показала ей, пойдет ли эта пряжа. Она сказала, да, пойдет. Изделие очень связано просто. Это реглан сверху с центральным узором по спинке и передней части. Это вытянутые жгуты в обрамлении обычных жгутов. Жгуты вот эти повернуты в разные стороны. Сначала я хотела связать ей этот джемпер, свитер с разрезами и немножко с удлиненной спинкой. Я связала, дочь примерила, сказала, нет, мам, мне не нравится. И я распустила и перевязала все целиком. Изделие получилось очень хорошее, носибельное. Вот в последний как раз оно высохло вчера. И вот вчера она ездила в творческую студию в этом свитере. И сегодня мы тоже ездили по своим делам. То есть она надевает с большим удовольствием. Ей нравится, потому что горлышко закрыто и уже не нужно ничего сверху добавлять, чтобы его утеплить. Вязала я из пряжи от Magic Baby Joy. Здесь в 50 граммах 133 метра, 30% шерсть, 70% акрил. Я с этой пряжей работала впервые, покупала я ее давненько. По-моему, в магазине Урал РФ, потому что во время пандемии в этом магазине оптовая закупка составляла 5000 рублей. Я несколько раз в этом магазине закупала пряжу. Ну а так как были такие времена, когда я вязала детские комбинезоны на заказ, мне попалась на глаза эта пряжа, я решила попробовать. Пряжа мне понравилась. У меня была еще пряжа Нака, наверное, Baby Marvel. Это пряжа более известная. Та пряжа, вот она прям акрилистая, там чувствуется акрил. А в этой нет. В этой, вы знаете, вот как полушерсть. Она даже, как бы, вот если сравнить с Элизе, то, в принципе, даже, практически, да, на одной вот ступенечке. У меня причем была еще пряжа от Элизе, Суперлана классическая, наверное, тоже розовый цвет, но немножко другой. Но мы выбрали этот. Я этой пряжей довольна. Хотя скажу вам, что в магазине мне эта пряжа никогда не встречалась. А может быть, я не обращала внимания. А сейчас я вообще в магазины с пряжей, практически я не захожу, все заказываю через интернет. Свитерочек готов. Ушло на него 5 полных мотков и этот 6-го. То есть даже нет 300 граммов. Вообще супер. Дочь у меня, рост у нее 134, возраст 9 лет. Мы стройняшки. Второе изделие, которое я планировала закончить на этой неделе, это пряжа от Атрика Королевская альпака. Здесь в составе 40% альпака, 40% меринос, 20% антипилинг. В 100 граммах 125 метров. Вы знаете, я в свое время вязала очень много. У меня еще есть пряжа. Мадам Трикоте Мерино Голд 200. Я бы сказала, что толщина той пряжи от этой не отличается. Цвет передает неправильно на камеру. Этот цвет красивый, малиновый цвет.
Сейчас более такой в красноту. Но это очень сложный цвет для камеры. И из этой пряжи, эту пряжу я брала для того, чтобы связать юбку. Классическая юбка. Я люблю вязаные юбки прямые. Сначала я хотела вязать юбку узором ромбы 3D. Я бы так сказала. Я рассказывала на прошлой неделе. Я связала образец, но не подходит. Этот узор не подошел. Я немножко расстроилась, стала думать, ну можно было бы просто ромбами связать. Когда-то давно у меня была юбка черного цвета, теплая вязаная ромбами. Я ее очень долго носила, наверное, года 4 точно. Потом я ее отдала. В прошлом сезоне я связала жаккардом юбку, но мне нужно что-то наверх связать, потому что у меня случилась авария с моим джемпером. Мы ездили к свекрови, они живут в частном доме, и я стала ставить чайник, у них такая пьезозажигалка, и она пук и взорвалась, и у меня прожгла рукав. В общем, такая вот история. Он у меня лежит, но либо там нужно доделать, переделать, либо что-то подумать. Но вообще у меня была идея, у меня есть васильковый цвет, и я хотела связать кофту на запах к этой юбке. В общем, посмотрим. А из этой пряжи я вот хотела юбку именно такого цвета, с белым верхом. Белый джемпер расклешенный я уже связала. Юбку я тоже связала. Юбка у меня классическая. Связана резинкой 1 на 1. И здесь шлица по передней части. Разрез. Вывязаны выточки. Вот они виднеются. Юбка сейчас во влажном состоянии, потому что я ее вчера закончила и сразу постирала. Стирка эту пряжу очень преобразила. И из этой пряжи выбился пушок. Смотрите. Когда я перешла на вязание пояса, я сразу обратила внимание, как здорово здесь вывязывается лицевая гладь. Так ровненько все петельки. А когда я вязала резинкой, все равно какие-то такие петельки немножечко пряжущие были. Но после стирки, конечно, эта пряжа, ну, в общем-то, я очень даже довольна. То, что получилось, все выровнялось, разровнялось. Я ее примеряла, эту юбку, когда вязала. Мне потому что нужно было выяснить в плане выточек, вязать их выше или нет. Здесь 2 отдельные детали, а потом я соединила в круг и еще продолжила вязание выточек. Ну, а дальше перешла на пояс. Здесь у меня резинка широкая. Я очень люблю юбки именно на поясе с резинкой. Ну, теперь осталось дело за малым. Сфотографировать это изделие. И на следующей неделе я планировала выпустить мастер-класс. На юбку, значит, у меня было 5 мотков. Вообще я не отношусь к людям, которые вяжут из достаточно толстой пряжи. У меня даже я ее не покупаю. Я, наверное, больше любитель все-таки пряжи потоньше. Я даже, когда девочки говорят, что вяжут на тонких спицах 3,5, а для меня это самые ходовые спицы 3,5. Я не считаю, что это тонкие. 3, от 3 до 3,5 для меня это самые ходовые спицы. Мне даже, когда я вот эту пряжу заказывала, ну еще другое, мне понадобились спицы 5, потому что у меня нет таких спиц в арсенале. В прошлом году я себе покупала спицы 4,5. Китайские чиагу, мне очень они нравятся. Я бы сказала, что эти спицы очень напоминают мне Ади с удлиненным кончиком. Или дропс классические, даже вот больше дропс классические. У меня было 5 мотков, ушло у меня 4 полных мотка, и вот это от 5-го осталось. Ну, наверное, половина от 5-го мотка, потому что все-таки здесь резинка. Резинка берет много пряжи. Ну, как бы я довольна то, что получилось. Дальше я вяжу себе платье. У меня осталось одно платье в гардеробе.
Это платье «Белый песок». Взяла я очень красивый узор, и я связала спинку этого платья. Значит, здесь узор называется «Шотландский квадрат». Обалденный узор. Мне очень нравится, что получается. Я думаю, что уже все, когда изделие соберется, то платье будет просто замечательно. Я очень люблю вязаное платье. Очень люблю. Зимой я очень часто хожу в вязаных платьях. Вообще здорово. Значит, для этого изделия у меня бобинная пряжа. Вот она стоит. Здесь, значит, пряжа используется 50% меринос, 50% хлопок. Цвет жемчужный, это основной. Вот этот цвет. И вот этот вот цвет, это вспушенный меринос, но у него окрашивание секционное. Хотя вот в целостности полотна это вообще никак не заметно, потому что там настолько деликатные секции, ну просто слегка какие-то дают переливы цвета. И платье действительно оно жемчужное. Спинку я связала. Ну, конечно, так как есть просьбы на то, чтобы был мастер-класс, это изделие я отложила до того времени, когда у меня будет изделие снять мастер-класс на узор. Я ж не могу просто так сидеть. Одно закончила, здесь, значит, ожидает своей очереди, мне нужно что-то новенькое. И вчера вечером я беру новый моток пряжи. Это тоже пряжа от Атрика, называется австралийская. Составы вообще шикарные. Здесь состав 90% меринос и 10% овечья шерсть. Цвет неоднородный. И когда только сделала наборный ряд, я смотрю и просто вот у меня в голове Stormy Sky, грозовое небо. Действительно, вот просто цвет грозового неба. Сине-фиолетовый, причем здесь еще идут такие вкрапления, иногда попадается такая вот бирюза и так красиво переливается в полотне. Когда я эту пряжу получила, для меня эта вся пряжа новая, я с ней знакомлюсь только еще. Когда я эту пряжу получила, да, вот я проверяю вот так, сюда к шее прикладываю. У меня не сверхчувствительная кожа, но кожа чувствительная. Я не смогу носить изделие, если оно даже слегка покалывает. Мне некомфортно, мне начинает чесаться, я себя не очень комфортно чувствую. Поэтому вот первое впечатление я приложила, я почувствовала легкую колкость. А я эту пряжу брала для того, чтобы связать джемпер. Джемпер теплый, мне хотелось с какими-то ранами. Именно такой джемпер выходного дня. Потому что по выходным всегда выезжаю, чтобы раз так что-то тепленькое надеть. Думаю, ну, джемпер не получится, потому что я не смогу его носить. Джемперы я надеваю просто на белье. Я решила связать себе тунику. А вот когда я начала вязать, в руках колкости нет абсолютно никакой. Вообще никакой колкости. И я так приложила. Да, оно вроде бы как бы и не особо и покалывает, но тем не менее туника мне тоже нужна. У меня было две в свое время туники. Носила я с водолазками, когда тоже была дочкой в положении. У меня тоже была туника, лосины надел, и вообще замечательно. Зимой хочу такое изделие. У меня нет этих уже изделий. Одно забрала сестра уже давно. И одно, вот, была у меня одна туника такого красивого цвета, сирени-розовая, вязала я из пряжи Alize Кашмира. И когда-то очень много работала с этой ниточкой, это 100% шерсть, такая, ну, классная шерсть. И действительно очень теплая такая туника была. И я думаю, надо мне связать тунику под лосины с водолазкой. Но вот вчера, когда начала вязать, я уже стала думать, а может быть с рукавами связать? В общем, я не знаю. Либо это будет изделие
под водолазку, либо это будет изделие с рукавами. Пока еще я не знаю. Ну вот за вечер, посмотрите, сколько мне удалось связать. Спицы 5. Вяжется. Раз и готово. Вот на свету, да, при дневном свете не особо заметны эти переходы. Я вчера вязала уже вечером, темно сейчас в 5 часов, у нас уже темно. Начинает темнеть. И здесь такие красивые сиреневые, и оно так прям поблескивает под искусственным светом. Думаю, вообще здорово. Что я решила? По спинке у меня будет просто обычный такой, мне нужно было. Я сначала вообще думала, может быть, связать просто лицевой гладью. Потом думаю, нет, у меня впереди будет таран. Тогда пусть на спинке тоже что-то будет такое, что поддерживает таран. И это просто 2 жгута и здесь 2 полоски, лицевая и изнаночная. Они у меня сразу из резинки и переходят. Очень хорошо держит форму. Так же, как и вот эта пряжа. Вот эта пряжа тоже очень хорошо держит резинку. Замечательно. Не знаю. Вот я думаю, я сейчас свяжу спинку. Вот те, кто хотел вязать сарафан, просили меня. Я думаю, вот если я свяжу тунику, в принципе, да, это тоже, ну, похоже на сарафан. Можно использовать подобный узор. Я не знаю, но вот я пока что, так скажем, у меня метание между 2. Либо тунику с рукавами, либо под водолазку. Без, ну, вот с таким, с коротким рукавом. Я, как правило, вот такие вот вязала себе туники. И тот, и другой вариант меня устроит. Единственное, что как бы вот нужно подумать. Длина у меня будет какая, да? То есть у туники, ну, закрывающая то, что нужно, до, так скажем, середины бедра. То есть длинные я не буду вязать. Зачем? То есть это как бы это не платье, это действительно как туника. Под лосины. Вяжется. Ширк-ширк и готово. Ниточка-то толстенькая здесь. Так, я не сказала, да, здесь в 100 граммах или сказала 130 метров. Вот, кстати, здесь 130 метров, здесь 125. А если посмотреть по толщине нитки, да, в принципе. Нет, синенькая, она потолще. Она потолще, хотя здесь меньше метраж. И вот я сразу же посмотрела, думаю, не, надо на 5 брать. И я думаю, что после стирки это полотно тоже преобразится, и пряжа раскроется, и будет очень-очень даже интересно посмотреть, что получится. Эта пряжа, вот я вчера вязала, когда я думаю, вот эта пряжа вообще классно подойдет на пальто, такие вот, знаете, теплые уже вещи. Если, например, ну это кто колкости не принимает, вот так вот бы тоже свитер с горлом, теплые такие, знаете, изделия. Мне очень нужны теплые изделия в гардероб. Буду вязать. В планах у меня еще повязать бы аксессуары мне нужны. Я митинги себе никак не свяжу. Комплекту своему сиреневому. Комплект ношу вообще не снимая. Очень мне нравится из ангорского кролика. Митинги нужны обязательно. Ну, какие-то аксессуары нужно тоже повязать. Посмотрим. Я, знаете, как всегда, вот что душа просит, то как бы я и вяжу. Моя душа больше просит изделия именно плечевые. Я не знаю почему. Мне плечевые изделия начать, это просто вот на раз-два. Быстро как-то так появляются идеи, что-то новое получается. А вот если какие-то мелкие изделия, носки, надо носки вязать. Носки мне надо вязать. Но я это, знаете, вынашиваю эту идею. В принципе, я это все быстро вяжу. Но вот настроиться на мелкие изделия почему-то мне гораздо сложнее. Еще хочу сказать несколько слов о моем совместном проекте «Осенний блюз». «Осенний блюз» завершается, подходит к концу. Осталась почти неделя. До 4 ноября
нужно прислать свои готовые работы на мою электронную почту. Некоторые участницы уже присылают свои работы. Если ваши изделия уже готовы, пожалуйста, присылайте, не ждите определенной даты. И в следующее воскресенье у нас с вами будет парад мод. Мы с вами посмотрим, как же девочки покудесничали, поколдовали над своими моточками, бобинками, что у них в результате получилось. Я вам обещаю, будет очень интересно. Но это будет в следующее воскресенье. Также я хочу сказать огромное спасибо всем моим зрителям. Совсем недавно в YouTube количество моих зрителей стало 45 тысяч. Здорово. Просто одна из моих зрительниц меня поздравила с этой датой, хотя я сразу не поняла, с чем меня Елена поздравляет. Большое спасибо. Имеет ли значение для меня цифра? Ну, конечно, имеет. Абсолютно для каждого человека, который занимается подобным делом. Я, когда открывала канал, себе давала полгода и сказала, если через полгода я увижу, что есть смысл в том, что я делаю, то значит каналу быть. Если не увижу никакого смысла, значит, как открыла, так и закрою. Как говорится, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и жалеть. Для меня канал не работа, это моя отдушина, мое творческое вдохновение. И, конечно, как абсолютно все мы люди, бывает и такое, что не хочется, есть какие-то сомнения, как и у большинства людей, но я очень рада, что у меня есть канал, не один канал, и в Дзен, и в YouTube число подписчиков растет. Мне это очень приятно, мне очень приятны ваши слова, очень приятны ваши комментарии. Я всегда с большим удовольствием их читаю, отвечаю вам. Если имею возможность чем-то помочь, помогаю. Поэтому всем вам огромное спасибо. Всем вам здоровья, добра, пусть все будет хорошо. Но я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.